Привет, друзья! Сегодня Германия обсуждает несколько решений, которые могут повлиять на политику и на бюджет обычных граждан. Депутаты спорят о новых штрафах прямо в парламенте, а в центре дискуссии выплаты Бюргергельд и требования сэкономить миллиарды. А молодежное крыло ХДС Христианско-демократического союза требует от своего же канцлера Фридриха Мерца жестких шагов. К этому добавляются тревожные новости о газовых хранилищах в Германии, рост долгов у немецких семей и решение Европейского Центробанка, которое напрямую влияет на кредиты и цены на все. Об этом в свежем обзоре новостей Германии и Европы. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить самые важные последние новости. Итак, в Германии партия Христианско-демократический союз и социал-демократы СДПГ предложили серьезно увеличить штрафы для депутатов Бундестага за грубое поведение, за оскорбление, перебивание и нарушение порядка. Сейчас штраф, напомню, за подобное нарушение составляет 1000 евро. В случае повторного нарушения 2000 евро. Предложение удвоить эти суммы, то есть сделать 2000 евро за первое нарушение и 4000 евро за повторное. Кроме того, предложено правило, если депутат 3 раза за 3 недели будет замечен в нарушениях порядка, автоматически назначать штраф. Это нововведение должно действовать без дополнительных решений пленума. Спикер фракции СДПГ Социал-демократической партии Йоханнес Фехнер заявил, что в парламенте растет уровень агрессии и оскорблений, особенно после прихода партии «Альтернатива для Германии» АДГ. Он подчеркнул, что неприемлемо, когда парламентские дебаты теряют уважительный тон и должна быть заметна цена за нарушение порядка. От союза ХДС-ХСС выступил Генрих Хоппенштейн, который назвал повышение тарифов четким и умеренным ужесточением правил. Критика поступает от «Альтернативы для Германии» АДГ. Депутат Стефан Бранднер говорит, что речь идет о давлении на оппозицию. Партия «Зеленых» считает, что закон идет в правильном направлении, но хотят, чтобы меры были более жесткими, с учетом таких понятий, как защита человеческого достоинства и равноправие в парламенте. А далее рассмотрим еще одну важную тему. В Германии продолжаются споры вокруг Бюргергельд, новой социальной выплаты, которую получают малоимущие люди. Одни утверждают, что она мешает возвращению к работе, другие, что главная причина в плохой экономической ситуации. По данным Института исследования рынка труда и занятости, с сентября 2024 года до августа 2025 года примерно, внимание, 5,64 безработных ежемесячно уходили с Бюргергельд, чтобы начать работать или поступить на обучение. Это один из самых низких показателей на данный момент. Доля тех, кто меняет статус безработного на занятость, сократилась также по сравнению с периодами до введения Бюргергельд. Эксперт Энца Вебер из Института исследования рынка труда и занятости объясняет: дело не столько в выплатах, сколько в экономике. Когда не создается достаточного числа рабочих мест, люди просто не могут найти работу. Также он отметил, что часть выплат была рассчитана так, что дополнительный доход часто почти съедается сокращением других социальных льгот. Поэтому стимул трудиться для некоторых людей оказался слабым. Бывший министр труда Хубертус Хайль говорит, что реформы, заменившие прежнюю систему Харц-4 на Бюргергельд, должны были сделать переход к работе более устойчивым, дав возможность получать квалификацию, а не просто временно низкооплачиваемые работы. Однако, по данным Института исследования рынка труда и занятости, пока значительного роста квалификации не видно. Бюджеты на программы подготовки и обучения остались маленькими. Канцлер Фридрих Мерц призывает к экономии. Он требует, чтобы министр труда Бербель Бас сэкономила при выплатах Бюргергельд приблизительно, внимание, 5 миллиардов евро. В целом можно сказать, что Бюргергельд действительно откладывает возвращение к работе для некоторой части людей, но главная преграда не величина выплат, а нехватка рабочих мест, слабый стимул и ограниченные возможности повышения квалификации. И это еще не все. Поступают критические оценки в адрес канцлера даже от членов его партии. Молодежное крыло Христианско-демократического союза в земле Нижняя Саксония призывает канцлера Фридриха Мерца жестко отстаивать позицию союза в своей коалиции. Глава юниоров Каролина Чихан заявила, что в 8 реформ Мерц должен показать лидерство и добиться продвижения по пенсионной реформе, экономии в социальной сфере и усилению обороны. Чихан раскритиковала социал-демократическую партию СДПГ за блокирование предложений и подчеркнула: молодые не хотят
продолжать платить за тех, кто не хочет работать. Она потребовала автоматического перехода к обязательно военной службе, если цели по добровольцам Бундесвера не будут достигнуты. На съезде молодежного крыла ХДС в Вильзеде ожидаются видные гости Йенс Шпан и Дэвид МакАлистер. Внутри Союза растет давление, или Мерц заберет свою инициативу, или разногласия с партнерами серьезно осложнят проведение реформ. И еще одна новость в Германии, которая вызывает обеспокоенность. В Германии в конце августа обнаружили, газовые хранилища заполнены заметно хуже, чем обычно. Это вызвало обеспокоенность, многие задумались о возможных перебоях и поставках зимой. Однако эксперты успокаивают, ситуация не такая критичная, как кажется на самом деле. Причина тревоги – низкий уровень заполненности хранилищ газа. Обычно в теплое время года уровень значительно выше, и он используется как подушка безопасности на случай увеличения спроса зимой или экстремальных погодных условий. На этот раз Германия и Европейский Союз подготовились заранее. Во многих портах уже завершились работы по созданию этих терминалов для приема сжиженного природного газа. Эти терминалы также позволяют принимать газ из других регионов мира, что снижает зависимость от трубопроводов. Дополнительно в Европейском Союзе были приняты меры по диверсификации поставок газа и заключению новых контрактов с поставщиками, расположенными в разных частях мира. Это значит, что даже при низком заполнении немецких хранилищ существует резерв надежных источников газа и пути, как восполнить запас. По мнению аналитиков, основная угроза не настолько нехватка в хранилищах, сколько возможно задержки логистики и рост цен. Но на данный момент правительство уверено, газ зимой будет доступен и перебоев с отоплением и промышленностью не ожидается. Рассмотрим еще один важный финансовый вопрос. В Германии все больше людей вынуждены занимать деньги, чтобы купить продукты и оплатить базовые расходы. Об этом свидетельствует опрос, проведенный институтом Сивой. По заказу банка Barclays оказалось, что более половины тех, кому меньше 50 лет, в последние 2 года брали взаймы чаще всего у родственников 44%, реже брали кредиты в банке 40%. Самыми частыми причинами займа стали повседневные нужды. Внимание, почти 27% опрошенных берут деньги, чтобы купить еду, около 21%, чтобы купить одежду. Также 27% занимают на автомобиль, но это меньше, чем на основные расходы. Молодежь страдает еще сильнее. Среди людей 18-29 лет, таких, кто брал деньги для повседневных нужд, около 36%. Они чаще всего занимают небольшие суммы до 200 евро, а среди всех опрошенных почти треть считает, что в ближайшие 2 года им придется снова позаимствовать. Инфляция в Германии продолжает расти. В августе годовой прирост цен, я напомню, составил 2,2%. Продукты, энергия и услуги подорожали. Для многих жизнь становится все-таки дороже, и когда зарплаты не успевают за ростом цен, люди начинают жить в долг. Теперь перейдем еще к одним финансовым новостям Европы. Европейский центральный банк ЕЦБ решил не менять ключевую ставку. Она остается на уровне 2%. Это решение означает, что для банков ставка по депозитам, которую они получают за хранение избыточных средств у ЕЦБ, не изменится. Такое решение ожидалось. Эксперты говорили, что текущая ставка уже оказывает умеренную поддержку экономике. Спрос внутренний неплохой, рынки труда как бы стабильны. Но также остается высокая степень неопределенности, в частности из-за инфляции и возможных внешнеэкономических рисков. Экономист Лена Дрёгер из Института всемирной экономики отметила, что ставка, которая удерживается на нынешнем уровне, уже помогает росту внутреннего потребления и стабилизации расходов домохозяйств. При этом она подчеркнула, дальнейшее снижение ставки пока нецелесообразно, потому что инфляция может снова ускориться или внешнее потрясение ухудшит ситуацию. ЕЦБ под управлением председательницы Кристины Лагард говорит, что сохранение ставки неизменной – это взвешенное решение, позволяющее сохранить гибкость в будущем. Среди финансового сообщества мнение такое. Пока нет условий для снижения ставки, но если экономическая ситуация ухудшится, Европейский центральный банк готов корректировать политику. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.